Ты должен делать что-то одно, но очень конкурентно способным быть. Они могут из гвоздя тебе сделать хоть ножик, хоть стамеску и велосипед из банки консервной. Ну, значит, я тоже неплохой. Формации меняются, а связи остаются. Ну, хорошо, Я не добрал как раз всем остальным. Пора разобраться. О, Сундуков что-то в секс ушел. По-моему, лицом я все-таки не вышел. Необходимое тебе свалится с неба, с крыши, откуда угодно. Ну, раз Собчак там участвовал, значит, это хороший художник. Вот там, например, были уже корифеи, которые в этих вот Entertainment Weekly, когда я полистал там вот эти журналы, просто чтобы познакомиться вообще, как иллюстрировать. И там просто вот завсегдатые есть, которые уже на больших ставках, и они уже все время оформляют какие-то колонки. И вот, так что там капитализм вот в этом и состоит. Ты должен делать что-то одно, но очень конкурентно способным быть. Потому что вот там, поэтому наши русские туда приезжают, да, они могут из гвоздя тебе сделать хоть ножик, хоть стамеску и велосипед, понимаешь, из банки консервной. А там каждый делает только свое и в другом ни в чем не соображает. И поэтому их ругаются, что тупые там американцы. Нет, они просто специализируются очень узко, но добиваются как бы такого высшего класса как бы пилотажа. И поэтому они конкурентоспособны только в своем. И с искусством там точно так же. То есть тебя галерея выращивает, и она на тебя ставит, и она тебя продвигает, вот эти ревью. И вот с Джимом Шоум я нашел аж несколько случаев. Его потом в одном журнале, во втором Art in America, Flash Art. И бац-бац-бац, и у него несколько ревью, абсолютно с подобными картинками, как у меня. И я опять себе сказал, ну хорошо, это не плагиат, ну значит я тоже неплохой. Вот. Значит, я тебе вот как раз к этому хочу подвести. Смотри. Так я это с самого начала понимал. Вот. Как это все, ну не то чтобы монетизировать, там дело даже не в деньгах, а как воздать тебе как художнику. Ну вот, например. Вот это вопрос, как говорил Востриков на эту тему. Формации меняются, а связи остаются. Ну хорошо, ты можешь прийти, там, например, музей-гараж, музей, Центр современного искусства в Москве, прийти и сказать, ребят, я Алексей Сундуков, у меня там... Вот объясняю. Как там вот это эхо Москвы говорит, я вам обещал объяснять. Объясняю. Так. Если ты припрешься куда-то, да, то здесь уже капитализм, мы же живем сейчас при капитализме, Хорошо. то есть как там, Так. а там так. Если ты приходишь, вот как я к Костелле приперся со своей книгой и говорю, я Алексей Сундуков, вот мои картины, вот моя книга, я заметил. Когда тебе было 30 лет. Да. А он говорит мне, наша галерейная политика не позволяет мне с вами, у нас есть набор своих художников, которых мы уже набрали. И мы работаем с ними. Я, к сожалению, это понятно. С вами не могу работать. Но вы хороший художник, очень даже. Но я с вами работать не могу, потому что... Ну хорошо, ты приходишь в современный там, музей, ты видишь какие-то там бетонные блоки, какую-нибудь спиртовую акулу, какой-нибудь череп там с бриллиантами. Дамиан Хёрст, вот, пожалуйста. Но понимаешь, когда деньги в самом начале участвуют в этом, вот как у нас тоже пытались тоже такие же вот ребят таких же вот быстро сляпать, как бы, вложить в них денежку, и чтобы оно поперло. Ты знаешь, уже много вот этих дочки богатых певицами становятся, да? Но ты же, когда слушаешь ее, ты понимаешь, что это не Муслим Магомаев, что это что-то такое скоро сляпанное. И не слушается, понимаешь? Даже если у нее там выходят пластинки, 3-4, да? Ну ладно, ты говоришь такой, а как бы, тот же Хёрст там. Ну, Хёрст другое Бэнкси. дело. Бэнкси, да, это уже другое дело. Уровень вложенного. И ты думаешь, что? Вот, например, пожалуйста. Это не мастерство, то есть ты-то чем как бы не добрал в этом социуме? Я не добрал как раз всем остальным. В мастерстве я набрал что-то, да, но всем остальным я не занимался, и мной никто не занимался. Мне кто-то из художников вот наших, кто, вспомнил кто, Каменский.
Александр Каменский, который здесь представляет Сотбис, наш отдел как бы вот Сотбиса, наш русский. Да. Александр Каменский, он говорит, когда мы с ним встретились, и он как раз моя вот эта очередь и вагон участвовали на выставке, которую он делал. Помнишь, там скандал был, за границу сбежали 2 миллионера, а у них огромная коллекция, они не выездили. Да, и что-то там. Да. И вот там искусство русское, какой-то музей они создали. И вот эта выставка Каменского была в этом музее. И называлась она «Пора разобраться». Так. Потому что она была посвящена отцу Каменского, который писал статьи вот этого переходного периода, перестроечного. Вот как раз он описывал все эти явления, где-то вот, он был искусствовед хороший. И что он тебе сказал? И он сказал, говорит, да, говорит, ты попал просто, не попал в хорошие руки, говорит. Ну сейчас-то можно еще, чё, ты молодой. А когда я приехал из Америки у тебя уже и хотел попасть вот в эти самые руки, они уже все были заняты. То есть эти руки уже раздали, то есть у всех уже были свои набранные как бы команды. Понимаешь, как получилось? И поэтому я, как сказать, ну, перед фактом этим прозрел и понял, что не надо сильно рыпаться. У тебя есть обида на это? Нет, обиды нет, понимание есть. Потому что, как говорил... Обида, превратившаяся в понимание или как? Да, нет. Ну, сначала был, как бы сказать, ну, я чувствовал, что я не хуже, да? Ну, и думаю... Мало слов. Но реальность такова, что, как бы сказать, не надо требовать от вот такого устройства жизни каких-то вот очень, как бы сказать, честных принципов. Ну, что много случайного, что деньги, что бандитизм. Ну, а если все-таки потыкаться, ну, не знаю, там, все-таки, ну, просто, ну, не то, что там напомнить, да, я не думаю, что нужно как напоминать. Ролан Быков если в этом... ты приносишь свою работу, очередь, ну, как бы, ее все знают. Как Ролан все Быков, знают галеристы. Как Роман Быков в этой фильме. Потыкался, поцикался. Помнишь, он там плясал в этом сарае скомороха? Да. Ну вот, потыкался, поцикался, да. Ну, да. И понял, что все разобрали, понимаешь, что опоздал, это значит, всё? не успел, значит, опоздал. Вот так говорят еще. Не знаю, придумать какой-нибудь вот там, ну не то, что там забытый художник, как бы вот, то есть значительный, заметный художник, который, то есть выпал на некоторое время из нашего поля вот, зрения. Пожалуйста, его... я на это рассчитывал как раз в тот случай, когда в 2008 году Маркин, вот да, расскажи про него. Art4ru пришел ко мне, я как раз приехал, я картины, вот там какой-то состав картин ему расставил, все, он посмотрел, и на следующий же день, даже в эту ночь, он напечатал, значит, в своем этом, на компьютере, в этом Инстаграм, или как он там, короче, напечатал, вот, как сказать, неоцененный гений, там, и все такое. И говорит, я тебе выставку делаю. Да. И мы уже договорились, что мы делаем выставку, живопись, скульптура, графика там. И вот мы готовились, я все это вот приготовил. И вдруг за неделю до выставки, открытия, он раз и исчезает. Я думаю, что такое вообще? И не могу его даже не вызвать, ничего. Потом все-таки дозвонился. Я говорю, ну так что, мы делаем выставку-то или как? Да. Знаешь, тут вот что-то там, давай сделаем только графики. Кто ему нашептал, или как он пришел к такому решению. То есть я хотел сделать вот всю живопись выставить, здоровые картинки, там ту же очередь, вот, потому что я делал авторское повторение, чтобы у меня была, и что вот, как раз это же и участвовало у Каменского. Она у тебя сейчас? У меня, да. Вот. И то есть у меня есть экспозиция, которую я как раз и хотел, вот типа вот я приехал, вот меня забыли тут немножко, когда он каталог уже делал, я уже спустя рукава не участвовал в этом, ну, что он там нашлепал, а он на самом деле сделал мне не самую лучшую, как бы сказать, репрезентацию, потому что он почему-то у него тогда настроение было вот это вот, там матом ругаться, вот секс там вот это вот интересовало. И он туда много насовал вот всяких у меня, потому что я сексуальный, это анатомию эту рисую. Ну понятно, и он вот это, на ней акцент сделал. Да, на ней акцент сделал, надергал там, хотя кроме этого там и много других рисунков, но он вот и это представил. И когда пришли, кто меня знал,
О, Сундуков что-то в секс ушел. На В старый общем, свет. да, как бы впечатление как бы сделал не самое правильное, потому Да. что для меня это не так важно. А Это я- как бы, да, это входит какой-то каким-то элементом в осмысление реального Нет, ну нашей это природы. просто- это какое-то Но детское восприятие. Да, вообще, но то это, есть но это, как бы сказать, не есть. Да, я рисую иногда, и у меня графики много на эту тему, но Да. там, как и у Острикова тоже, он, если эротика какая-то есть, то это как часть природы человека, Конечно. влияющая на Да. его социум. И вот это вот как бы, да, я это когда-то выбираю, но тогда надо как бы это ясно представить. Конечно. А когда это вперемешку с Контекст, да. какими-то другими рисунками, ну, в общем, выставка Ну, понятно, получилась да. такая, да. Я читал отзывы, были несколько, там люди писали. Ну, Да. что-то у кого-то Так, хорошие, да, но, Да, не, хорошие но отзывы, у так. кого-то как бы вот личное впечатление, сказать, что это он там бросился в какую-то эту Ну да. Да. порнографию, там Ну что-то. хорошо, но это один, но это 2008, сейчас уже 21, то есть еще Да, там, но тогда как раз я и надеялся показать живопись, пока скульптуру. человек жив, надежда же никуда не девается. Нет, не девается. Я вот сейчас записался, Ага. это самое, я перешел из монументальной секции в живописную. Это Буквально где? вот год где-то или сколько-то. Это где? А, Ну там вот, то есть я в монументальной числился Да. секции, а я перешел в живописную, где картины именно. Мгм. Потому что я же все время станковую картину, по сути, делал. Вот. А ты вот больше все-таки живописец или график? Нет, у меня станковые картины в основном. Графика это мой вспомогательный инструмент, но я могу им и отдельно выступить, как Да. бы только графику. Но если я ее сформирую, а не кто-то, кто Да, да. уклон придаст ей Извини, я тебя какой-то. перебил, да, ты перешел в секцию. Да, и сейчас вот записался на очередь выставка, ну, как вот на Тверской, Ямской, там они уже. Но это уже такая, знаешь, это место такое, оно не репрезентативное. Ну, пыльное такое. Да, потому что там уже настолько все на поток поставлено и делают просто для отчета, для поддержания Да, да, имиджа, Слушай, ну а членства. почему нет там, вот, там ГЦСИ, там, гараж? Ну, Сделать каталог, прийти там, представить. То есть, ну, неужели это... ну, пока что как бы я после это современно просто. Да, но я просто не стал. Как бы у тебя высказывания современные. То есть нет, это не просто- соцарт, это не какой-то кабаков, где какая-то коммуналка, которая, ну, не хочется это все вообще изучать. Вот мне, например. Нет, но оно просто уже сейчас немножко потеряло звучание, потому что Вот. когда ажиотаж был изменений, да, Да. это считывалось как бы Но остро. оно и сейчас читается. и У тебя всё. же есть новая работа, вот там вот дедовщина, например, вот такая яркая работа. Ну, это вот это я ее, чтобы хотя бы ее как-то выпустить в пространство, вот я ее сдал Да. в этот самый Володей. Мгм. Вот они ее продали там вообще Да. за, причем, как сказать, не посоветовавшись ничего, она назначила за нее всего лишь там $100 начало. И ее продали с аукциона, там, я не помню, за полторы, что ли, тысячи. Да? Ну, в общем, Да, да. да, что-то Эта такое. работа как бы вылетела просто Мгм. на, как бы сказать, на вход Да, во да, Владей. то есть, да. Да, они поэксплуатировали как бы, Мгм. потому что уже остальные картинки, вот, Да, которые да. ты мне показал, вот я их уже расценивал, говорю, нет, все, ниже 10 тысяч я не Правильно, хочу конечно, опускаться. конечно. Потому что, господи, у того же Файбисовича были цены там $300 тысяч, Да там не, это. ну, это неадекватно А уж про тоже. Кабакову я вообще Да, молчу. да, да, да. Ну, я же прошел те же все коридоры Конечно, и конечно. Не, я думаю, ну то есть нужно держать марку, здесь вообще абсолютно нет всю вопросов. как бы с ними выставлялся в соседних галереях. Вот на Хамкина была дверь, да, Да. а вот буквально вот так через полметра это были Файбисович и Булатов и Мгм. Васильев выставлялись у Филлис Кайнд. Мгм. Такая была женщина, Филлис Кайнд. Вот она выставляла их. То есть все равно мы там все в одном и том же котле. Просто кто-то был повыше Ну да. расценен. Но это опять же вот... Ну что, лицом не вышел? Что, Да, вот насчет лица. Вот, по-моему, лицом я все-таки не вышел. Не знаю, может, Может, даже одним носом не вышел. Да, Но, да, но чего-то вот меня не пускает, как борода, бы всё сказать, у тебя на нормально. ту же платформу. Но я и этим доволен, понимаешь? Да. Как Нет, сказал безусловно. однажды Натан,
значит, купили картину, вот эту вот самую, Да. с этими, с руками. Да, вот это вот удобренная почва. Мгм. И владелец позвонил и говорит, у меня там что-то отшколупилось там чуть-чуть. Ты не можешь художника привести, чтобы он мне его там Да. подремонтировал? И мы ехали в Огайо, через несколько штатов, там, в середину континента, всю ночь ехали на машине. И много говорили, как бы. Почему вы туда ехали? А чтобы я поправил картиночку, отшколупилось там сантиметры квадратные, чтобы художник сам закрасил вот это. Покажи. Да, а купил эту картину этот человек, он владел, у него много машин, лимузины он делал какие-то вот такие, сваривал там вот эти вот. Ну, короче, занимался автомобильный какой-то, Да. это барон Мюнхгаузен был. Ага. И вот мы пока ехали ночью, и Натан мне сказал такую фразу. Ты вообще должен быть счастлив, что тебе дали слово. Да, да. Что вот тебе на собрании, на этом, Понятно. да, в этом Не, ну кутеже, вот он защищал свою линию, что да, понятно. говорит, ты вообще... Тебе дали слово. Это Книгу когда- он себе забрал, а тебе слово отдал. Нет, когда уже вот это все накрывалось, да, бизнес этот русский, Слушай, русский ну он заработал, я под думаю, нормально названием там. русского искусства, он уже всех начал выпроваживать и говорит, ты возвращайся скорее туда, а то там... И он прав был, Да. как ни странно. Молодец, видишь. Он говорит, там уже расхватывают места, ты, говорит, Вот. опоздал. А ты не вовремя, да, вернулся? Ты, говорит, это, да, я позасидел, но мне трудно было ноги выдернуть. Я оброс картинами, книгами, Понятно. скульптурами. Я не знал, как это самое. Я сунулся туда, увозить хотел это самое, картины. На Брайтон-Бич меня надули тут же. То есть сказали, вот контейнер. А они, знаешь, берут и все, и ты ни денег, и ничего не найдешь вообще, и контейнеры вообще не сыщешь. В общем, я самолетом перевез, только выбрал самые сумками. 10 мест. За каждый там переплатил $100. И я просто на самолете перевез весь свой самый ценный груз. А все остальное бросил там у друзей. И говорю, берите библиотеку, пользуйтесь. Может, они прислать? Нет, Ну, что понятно, ты там. ладно. А потом, знаешь, у меня книг было вот издано, вот этих вот, которые ты, Да, черный да. тот каталог. Так вот, он остался у этих друзей, половодье затопило, они спустили эти все книги в этот подвал, Понятно. разлилась река, и все это затопило. И В она общем, мне... природа с тобой борется. То Да, крысы, то вода. а я нифига не сдаюсь. А я говорю, ничего. Знаешь, у меня какая была ориентация с самого начала? Я себе сформулировал мой принцип жизни. Необходимое, если ты будешь чем-то занят, очень увлеченно, да, необходимое тебе свалится с неба, с крыши, откуда угодно. И ты выживешь, понимаешь? Тебе необходимое всегда Ну, свалится. ты из села, у тебя Это вот- психология осталась. Да, сельская. и все. А ты при этом аристократ. Нет, ну, какой я аристократ? Аристократ? Ты художник. Нет, ну, может Таких быть, я... сотни в мире. Ну, хорошо, да, я аристократ. Ты вот такую книжку когда-нибудь видел? Ну, может быть, очень узнаваемые 90-е годы. Неважно, издавалось. да. Ага. Но это Собчак, просто он и это самое был на выставке, там был в Америке. Ага. Он как раз скрывался, там, помнишь, у него что-то гонения какие-то были. А, вот. И он увидел вот эту картину, а он как раз писал вот эту вот книжку. Да, И увидел эту картину и Какой говорит, год? о, 95-й. я хочу, говорит, вот эту использовать мне для книги. Так, Потому что книга называется, видишь как, «Жила-была партия». да, коммунистический. Да, а здесь как раз как бы, 30 тысяч. да, а здесь как раз как бы это, все правители, да, Да, да. под аплодисменты, это называется продолжительные, нескончаемые аплодисменты, как это у нас всегда Да, да. в газетах А писали. это что за фотография? А это просто там он, но он как раз в глаз полез там. А тереть. тебя тут нету. Вот я, А, это ты. да, а это, да не надо, Да это, все равно. Вот Алексей Сундуков, вот Собчак, которого сложно за рукой разглядеть, но это он. да не важно это, не в том дело, просто он когда-то обещал, говорит, ну, мы тебе выставку устроим, все. Потому что вот то, что в Русский музей взяли, Да. я думаю, не без того, что А, кто-то думаешь, наткнулся на эту выставку, и чтобы решили как бы, ну раз Собчак там участвовал, значит, это хороший художник, Да. надо-ка его это. И вот, потому что эта работа, это в очередь.
она была Союзом художников приобретена. То есть она была в собственности Союза художников. А русский музей ее купил? А русский музей у них и взял. Там на Взял. каких условиях, Понятно. не знаю. Ну, это да, Вот, государство. да. Да, Так, давай. ну это вот Мгм. каталог, Давай вот в зрителям котором покажем. участвовала вот эта вот картинка. Но она, кстати, тогда не продалась, вот эта работа. Ее не купили. Да? Ага. Но он еще это представлял ее так, знаешь, это этот как его Овчаренко же сам это самое продавал. И он так Это русские, да, современные художники? Только. ну здесь вот все это самое, да, это вот здесь вот и Косолапов, Вот твоя это работа. тоже моя. Ну вот она участвовала как раз, но не Это продалась. называется матрица. Вот это называется полигон Полигон для матрицы. матрицы. Ну, то есть матрицу как бы обкатывает на вот нашем, на полигон, где вот живут люди, планета, это как полигон для всяких матриц. Ну, тебя же, да, вот сравнивали, да, ну, какие-то там Босх, да, вот. Ну, это они просто параллели как бы Да, параллели. ищут для того, чтобы... Ну, как привлечь сказать, внимание. Да, привлечь внимание. А ты там. сам никак не видишь какой-то, ну, чуть-чуть Нет. какой-то Ну, приятный? это специально сделано. То есть, когда я кого-то перефразирую, Да. то я не скрываю, а я как бы на этом и строю. Да. Что я это специально как бы, что средневековье мы никуда от него не ушли. Мгм. Что как бы вот, что тогда человек скитался как бы Да. по земле для экспериментов, что он сейчас как бы продолжает то же самое бытие. И поэтому для меня это как раз как бы элемент метафоры, что я специально как бы иллюстрирую. Вот эту купили кто-то русский за сколько там, но она уже мне не принадлежала. И Мгм. это тоже не принадлежало. То есть мне с них только какие-то проценты причитались. Мгм. Ну вот тут я специально Да, иллюстрирую, да, ну, как бы конечно, да. акцент делаю, что вот босс, что средневековье, как бы вот оно у нас наступило буквально в буквальном смысле, как бы Мгм. разбой там вообще, беспредел и прочее. Так Ну вот эти руки, да, которые а ты это говоришь. вот, да, это вот как раз вот то, что с Булатом. Но там-то нету как бы плагиата, но там Мгм. идея сама как бы, что в один и тот же год и как бы вот... Ну слушай, ну вот, а как это работает? У тебя же остались работы, которые тоже и того времени, и... Да, у меня То что-то есть вот это осталось. вот, смотри, написано 91 тысяча долларов продано. Да, но это не мне деньги Я понял, принадлежат. но у тебя есть работы из тех же, то есть почему нельзя, ну, если это кто-то Нет. собирает, может быть, коллекционер, Я могу сделать напрямую. авторское повторение. Нет, я имею в виду, что тоже, скажем, ну, человек собирает, вот, ему эта работа интересна. Как работает этот рынок? Но она Ты уже... можешь прийти, это же, ну, было продано, почему не прийти еще одну работу не предложить на Сотбис на тот же? Нет, ну... Или я они мо- сами и- приходят? Нет, я могу предложить, но я не могу же оригинал предложить, его уже у меня Нет, нет. другую работу. А другую я могу. Вот, собственно говоря, вот я там уже то, что продано, вот эта вот девочка, да, вот она уже не моя, но ее сдал Маркин, и он ее продал. Она, А ему она как досталась? а ему она досталась за ту выставку, которую я у него делал, рисунка. М, То есть я как Это бы, как подарок. да, это как бы вот обмен такой джентльменский. То есть он мне выставку устроил, а я ему подарил вот ту работу и еще одну, которая тоже потом, он ее тоже как бы сдал и тоже продал. Самая первая работа продалась, вот эта, на аукционе. Да. Она, ее Нахамкин продал каким-то владельцам. Мгм. И уже потом, когда я был здесь, в Москве, вдруг про сюжет показали по телевизору, что русское искусство продалось на аукционе. И вдруг там мелькнули вот эти головы. Да, Я говорю, ой, моя работа, говорю, смотри-ка, кто-то ее купил да. у Нахамкина и потом сдал на аукцион. И ее с аукциона кто-то купил. Мгм. Вот. Но Америка ничего не платит, вот когда на аукционах. А вот в Лондоне там платят 3%. Вот, в общем, это вот... С каждой продажи, Да, если- и вот когда продалась эта работа, я попал как бы в базу уже вот аукционных продаж. Мгм. И тогда уже какие-то другие люди, кто Да, имел мои да. работы, стали сдавать. Да. И так вот эта вот работа с этими руками, вот эта удобренная почва, и она попала на аукцион, и ее купили кто-то Да. здесь. Ну, Я а до поч- сих пор даже не знаю, А почему кто. этот клубок не намотался дальше-то?
То есть вот что он пробуксовывает как бы он. Ну, почему? Вот они как бы уже несколько, вот ты там показал Да, мне, да. уже целые там дюжина работ. Дюжину, да. Да, Там ну 10 это правда. уже Ну, как это- бы это реноме, хорошо, да. что у меня работы как бы в эту, Ну что, они имеют... да, что они стоимость обращаются, определенную. да, они Да. в обращение попали, Да. в аукционное обращение попали. И поэтому, а вот, например, А напрямую могут прийти какой-то ценитель и сказать, вот напрямую купить? Или тебе это не интересно? нет, Именно может, потому что... может. Так было, например, когда я писал картину такую огромную, которая у меня пропала, когда меня затопило, мою вот эту мастерскую в Тушино. Там из туалета, да, Каких-то, не знаю, крысы, нет, ну серьезно, вода. да, то вот тогда крысы были на 6, а это, знаешь, из туалета поперла Природа стихия. против тебя. Стихия поперла, и у меня в мастерской вот такой слой воды набрался с вот этими всеми деталями, как бы вот. И все затопило, Ужас а меня вообще. не было, я не был здесь. И оно несколько месяцев усыхало. И когда вода уже вся впиталась в землю, а вот все, что плавало как бы в этой воде, оно засохло и Да. слоем покрыло. Так. И моя картина вот эта, она была сколько? 3 на 6 метров. Вот она у меня где-то там есть, я сейчас Ничего себе, покажу. вот это холст. Да. Так. Это роспись прям такая, картина-роспись такая. Вот. И как про нее сказал Маркин, ну это вообще непродаваемый размер. Что это такое? Вот. А я тогда приехал, и знаешь, вот это вот бурлящее здесь вот это вот послеперестроечный капитализм, вот этот вот, да, такой ужас, вот этот средневековье, вот это вот. Да. И я нарисовал такую огромную вот такую картину, да, и там два глаза, как два полушария земного шара, то есть западное и наше, как бы, да, два видения. И там нервы, сосуды, сердце, которое экскаватор раскапывает, значит, там вот такой бурная такая вот сюрреализм такой прямо, вот. И я ее вот выставлял там вот в каком это было, 85-м или 6-м году была выставка, меня просто место освободилось, и они мною как бы заткнули вот такое вот расписание выставок. И я там выставился, но ни анонса не было, ничего, просто пришли друзья, такое открытие было. Вот что значит, когда нет за тобой ничего, то ничего не выстреливай. Если в тебя не вложено, вот как там Потанин какой-нибудь, там, да, Трегулова, там вот, знаешь, репортеры налетели, суетятся и с толку сбить хотят, как у Высоцкого. Вот. То есть ничего не происходит, если нету к этому никакого спонсорства, никакой медиа там не подключено. Это, в общем, проходит вот. Так что вот это вот, значит, вот это вот как раз это та выставка. Вот, вот я стою. Вот этот журнал. Да, вот так я выглядел, как бы, когда я вот это вот нарисовал эти. Ну слушай, ну узнаваем. Узнаваем, но уже не похож. Это другой уже как бы человек. Ну, и другой, и тот же. И другой и тот же, в общем, да. Ну вот как стихотворение, которое мы читали у Пушкина, там вот это, Толстому, что забавы юные прошли, и в бесполезных рассуждениях ничего мы не нашли. Так что... А это тоже в «Огоньке» был, да? Да, это уже статья была. Ну, да. Можно найти номер? Можно, да. Это другой «Огонек» был. А вот еще вот была статья там, вот польский журнал какой-то был. Вот, была вот статья. Альёса. Да, Альёша, да. И вот там были вот эти картинки напечатаны в этой статье. А это вот журнал творчества было, на обложке прям была вот эта картина, у картины как раз. Тоже 87-й. У тебя 87-й был очень такой важный год, да? Да, тогда... А там же было тоже, Сотбис был какой-то в конце 80-х? Нет, была вот выставка в Манеже как раз. Только это. Нет, а Сотбис был в конце 80-х? На него меня не взяли. Ну, там как раз профиля не хватило. То есть почти, да? Там уже с деньгами пахло, понятно. Нет, там уже был другой расклад. Там лорд Гаури смотрел, и там как бы это самое... ну вот 10 плюс 10, вот он, каталог. Вот я тогда как раз участвовал вот этими 3 картинками.
А, ну вот а у тебя борода тоже была тогда. Да.